Сладости или гадости? Привет, друзья! Как ваше настроение? У меня вот, например, игривая и максимально хэллоуинская. Народ, я завершил прохождение всех этапов, всех челленджев самого ужасающего турнира, организованного нашей с вами самой любимейшей игровой студией Ironhide. Заполнил все формы, отправил все необходимые документики и вот теперь жду подведения итогов и результатов. Очень надеюсь попасть в топ-10. Но на самом деле, даже если я туда не залечу, все равно я вот, например, горд собой и всеми нами, теми, кто принимал участие и проходил этот челлендж. И я от всей души и сердца желаю, чтобы таких турниров и вызовов было как можно больше, потому что это не только интерес, народ, но это еще и проработка своего персонального скилла. Ёлки, да я, проходя эти кампании по миллион раз, сидя ночами, я вот для себя точно понял, что вот немножечко таки навык свой слегка так подулучшил, и даже имею несколько идей прохождения дальнейших кампаний, вот именно как раз в таком, знаете, квестовом варианте, используя либо того или иного героя, либо башенки, либо вот, что-то этакое оригинальное. Но сегодня, друзья, суть и разговор пойдет не об этом. Спросите, чего я вас здесь собрал вновь? Хотел узнать и уточнить, как ваше настроение? Подготовились ли вы к предстоящему Хэллоуину, который уже будет на следующей неделе? Закупили конфеток или, может быть, подготовили каких-то гадостей своим там близким, родным, друзьям, или, может, какие-то шалости затеяли в предстоящем празднике. Но, народ, что еще хотел вам поведать, так это историю тех самых хэллоуинских королей-призраков, древних призраков, с которыми нам пришлось сражаться в последнем этапе этого вот колоссального игрового турнира. Принцы Тристан и Амбер родились с разницей в несколько секунд, несколько столетий назад. Рождение не одного, а двух наследников короны стало радостным событием для королевства Валардул. Кто первый покинул утробу матери, по сей день и до сих пор остается тайной. Братья были гордостью и радостью своего отца, и каждая их маленькая прихоть немедленно исполнялась. Не было ничего слишком необычного или причудливого, чего бы они не получили. В конце концов, они были принцами Валардула, одного из самых богатейших и плодородных королевств во всех землях. Когда они взошли на трон, они правили королевством вместе, как диархи. Первые несколько лет их правления были плодотворными, земли и жители деревень процветали под их началом. Однако вскоре братья стали жадными и решили завоевать и рядом стоящие территории, как это обычно и бывает. Они начали долгую и разрушительную войну, которая продлилась на минуточку более 20 лет, при этом поглотив все ресурсы земли, а также жизни жителей Валардула. Братья сражались всеми силами, но силы противника все же были сильнее и день за днем отбрасывали их назад. Диархи послали своего самого лучшего натренированного рыцаря, нам также известного Джека, сражаться с рыцарями соседнего королевства в Пышном лесу. Это в то время так назывался лес, нынче нам он известен под печальным названием Гнилой лес. Джек начал прямую атаку и почти сумел переломить ход битвы, когда диархи приказали своему генералу стрелять из пушек по полю битвы в тот самый момент, когда Джек там находился, и также их войско. Джек и его люди были застигнуты врасплох выстрелами из пушек, когда они сражались с врагами в рукопашную. Один из таких выстрелов, друзья, оторвал голову Джеку и убил большую часть его отряда, позволив рыцарям продвинуться вперед. Тело Джека так и не было найдено, и оно навсегда осталось в гнилом лесу, но его дух восстал, чтобы всенепременнейше отомстить и навести ужас на своих бывших союзников. В полном отчаянии братья обратились за советом к темным колдунам, чтобы найти способ уничтожить армию врагов. Их предупреждали, что цена будет высокой, но они согласились, не колеблясь ни секунды. Заклинания, произнесенные колдунами, уничтожили большую часть армии врагов, но также обрекли королевство его жителей на вечное проклятие. С того ужасного дня земли Валардула превратились в бесплодную пустошь. Братья возродились, как короли-призраки, а их сородичи превратились в ужасающих существ.
проклятых бродить по земле и вечно подчиняться воле своих хозяев. Спросите, как же ж получилось, что пути пересеклись древних призраков и Везнана? На самом деле все просто, друзья, все. Те же самые амбиции по завоеванию и покорению земель соседних своих, либо же просто сладкой мести, как это вот было в случае Везнана. И именно из-за эта месть привела к пакту, то есть сотрудничеству Везнана и призраков. Везнан отступил назад и полюбовался своей работой, его заклинательной пентаграммы, которая была готова. Его план по завоеванию замка Динаса был в действии. Темный лорд знал, что на его стороне элемент неожиданности, поскольку никто не осмеливался атаковать Линерию с древних времен. Все, что ему было нужно сейчас, это армия, которая дарует ему победу. Не было ничего, чего бы он не сделал, либо того, чтобы кампания была успешной. Также заключение договоров с древними сущностями было тем, что ему как раз и необходимо. Он был полностью и готов и понимал, что такие союзы требуют солидных выплат, а поскольку его душа уже была связана предыдущим договором, который он заключил, ему придется торговаться чем-то другим. Он ухмыльнулся при мысли о том, что его старый учитель Нивус узнает о его планах. Старый волшебник сочтет его действия оскорбительными и будет считать его мерзостью. Но старик никогда не имел в своих руках столь мощной власти, сколько сейчас было у Везнана, и никогда не чувствовал опьяняющей пульсации магии, исходящей от драгоценного камня, а именно великолепной слезы Элини. Пришло время, как только он начал читать заклинание, трава вокруг пентаграммы сгнила, а воздух наполнился смрадом гнилой плоти и серы. Вскоре жара стала почти невыносимой, когда призрачные короли материализовались. На теперь уже испорченном поле было что-то совершенно нервирующее в том, как братья зеркально отображали и повторяли движения друг друга, когда обе пары пустых глазниц были устремлены в сторону Везнана. Везнан немедленно приступил к переговорам. Он хотел закончить эту сделку как можно быстрее, чтобы сосредоточиться на следующем этапе своего коварного плана. Нельзя было терять ни минуты. После долгих обсуждений короли согласились предоставить ему командование своей армии нежити, чтобы захватить трон Линерии. Но и цена братьев была также немала. Они установили и потребовали души каждого вражеского солдата, павшего на поле битвы. Цена вообще не волновала Везнана, так как это был всего лишь сопутствующий ущерб, средство для достижения цели. Они подписали контракт кровью, и вскоре короли исчезли с поля боя. Сделка была заключена. Но, друзья, как это часто бывает, какая-то из сторон той или иной сделки может нарушить условия договора. Так было и в этой ситуации. Везнан не выполнил своей части сделки. Он решил, что не готов отдать души половины жителей королевства и своих владений каким-то двум непонятным призракам. И просто-таки решил проигнорить выполнение этого пакта и договора. Но призраки-братья не были согласны с такой постановкой событий и решили отжать свое, напав и атаковав Везнана. А что из этого получилось, друзья? Это вы сможете наблюдать на видео в моем канале, либо просто пройдя кампании, соответствующие восхитительной игры Kingdom Rush Vengeance. Берегите себя, очень рад всех видеть, сладости или гадости, да пребудет с вами сила. Папа.